Ну, здравствуйте, дорогие мои. Вышел погулять с собакой и просто не могу вам показать те красоты, где я живу, совсем рядом с моим домом. Даже не знаю, о чем говорить. Ну, вернее, как знаю, и на самом деле есть много о чем говорить. И вы так много пишете, вы оставляете столько реакций. Я, конечно, в шоке от того, что сейчас происходит на моем канале. А канал это назвать трудно, я не блогер, если вы не поняли. И этот канал был создан почти 10 лет назад, и он использовался исключительно как видеоархив личный. Если вы его полистаете, вы увидите мои увлечения, моя профессиональная деятельность на нем. И, конечно, когда есть такие отзывы, ну их, слава богу, единицы, которые пишут, что ну вот еще один товарищ решил хайпануть на Димаше, раскрутить свой канал и так далее, то, честно говоря, смешно и даже жалко. То, что вы, ребята, не можете отличить ложь от правды, не можете отличить фальшь от искренности. И здесь, честно говоря, ну, остается только улыбаться, ну и жалеть, что на самом деле вы так подумали. И если вы видите, я не прошу вас подписываться, я не прошу вас лайкать, нажимать на колокольчик. И надеюсь, что никогда об этом не попрошу, потому что та серия видео, которую я сейчас делаю о Димаше и не только, она не для этого совсем. Я думаю, что большинство меня поняло правильно, и судя по тому, сколько у меня подписчиков, а их уже больше 1000 за эти 2 дня, это значит, что у меня есть единомышленники, и я этому очень рад, что, ребята, вы разделяете мои мысли, что у меня есть с кем поделиться, и я вижу ваш отклик. Много, на самом деле, что хочется обсудить, в том числе вопрос религии. Кто-то меня просит ее не затрагивать, и я, конечно, постараюсь это не делать, потому что, на самом деле, это все очень тонко. Хочу лишь сказать вот что. Ребят, то, что Димаш сам мусульманин и воспитан в традиционной мусульманской семье и по традиционным канонам, это замечательно. Это лишь доказывает о том, что истинная вера существует. И то, какой он человек, лишь подтверждает, что он достойный сын своих родителей и достойный представитель своей религии. Но было бы глупо думать, что Димаш поет только для мусульман. Димаш поет для всего мира, для всех людей, он поет даже для атеистов. И он трогает за душу всех абсолютно, вы понимаете? Он трогает за душу представителей всех конфессий, всех религий. Он трогает за душу даже людей, которые ни во что не верят. Вы понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, наша современная религия нас разделяет, а Димаш нас объединяет. Вот и вся разница. Ну что нам с вами делить, ребят? Ну вы посмотрите этот мир. Мы же с вами все дети этой планеты. Мы с вами все одной крови, как говорил герой Маугли. И пора, наверное, нам объединяться, пора, наверное, нам перестать воевать друг с другом со словами Бога на устах, потому что мы все с вами, ребята, часть этого мира, и во всех у нас есть искра Божья. Поэтому пора, наверное, нам подниматься на новый уровень. Да, все эти 1000 лет мы с вами, как в детском садике, учили азбуку. Каждый учил ее на своем языке, и это совершенно нормально, это совершенно правильно, потому что, не зная азбуки, невозможно развиваться дальше. Но мы ее с вами выучили. Мы все прекрасно понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы все с вами прекрасно понимаем, что есть любовь, что есть честность, порядочность и все остальное, что есть зло, мы все с вами прекрасно понимаем. И пора, наверное, от слов переходить уже к каким-то более высоким вибрациям. Вот Димаш эти вибрации дает, он поднимает нас на новый уровень и делает это напрямую через наши сердца и наши души, не через слово и проповедь, не через какое-то искажение, да, то есть здесь нет фальши, вы понимаете, что в этой, как я ее называю, новой религии, в хорошем смысле этого слова, нет фальши, то есть вы чувствуете своим сердцем ту любовь и ту чистоту, которую излучает этот парень. Поэтому давайте не будем с вами ругаться по этому поводу. Мы с вами едины все. И наша задача сейчас объединиться,
и пойти за этим лидером, ну, называйте его как угодно. Но я думаю, кто хотел меня понять, тот меня понял. Есть еще такая группа комментариев, которые говорят, ну зачем ты говоришь о Димаше такое, зачем ты его называешь мессией, зачем ты там на него возлагаешь такую ответственность. Ребят, я все понимаю ваши опасения, и опасения действительно здравые и разумные, но вы поймите, что шило-то в мешке не утаить, и его уже невозможно спрятать. И на самом деле, по его интервью, потому что он говорит, я понимаю, что подсознательно он понимает, какая ответственность на нем лежит. Он понимает ту миссию, с которой он пришел. И достаточно послушать его слова о мире, о желании жить в мире, чтобы не было войны и так далее. Он понимает, насколько он в ответе за нас. Потому что он очень боится нас разочаровать и растрогать. Это лишь говорит о том, что Димаш все понимает. И наша задача только дать ему поддержку. Потому что это же работает в обе стороны. Он дарит нам любовь, и мы в ответ дарим ему те чувства, которые он нас наделяет. И это делает его сильнее. Но об этом мы поговорим, наверное, в отдельном видео, про то, что такое эгрегор и так далее, современными терминами. Вот. В принципе, главный мой посыл сегодня был, что, ребята, ну, давайте подниматься выше вместе с ним. Ну что, до новых встреч. Очень здорово, что я обрел в ваших глазах единомышленников, и я надеюсь, мы продолжим наше общение.